Национальный центр «Россия» — это общественное пространство, в задачи которого входит укрепление национальной идентичности, формирование чувства гордости за страну и развитие профессиональных навыков детей и молодежи. Этот масштабный проект создан указом президента Владимира Путина 1 июля 2024 года для сохранения наследия международной выставки форума «Россия» и демонстрации достижений страны на постоянной основе. Национальный центр «Россия» — это территория 28 тысяч квадратных метров. Гастрономические ряды. Выставочное пространство площадью более 6 тысяч квадратных метров. Конгресс-зал на 600 человек. Универсальный зал на 1600 человек. Деловая зона. И даже универмаг площадью 150 квадратных метров с лучшими российскими товарами. Здесь проходят культурные, образовательные, деловые и другие общественно значимые мероприятия. Национальный центр «Россия» — это место пользы, место гордости и место сил для всех жителей нашей страны. Дамы и господа, уважаемые друзья, коллеги, всех очень рада приветствовать здесь, в Национальном центре «Россия». Меня зовут Марина Ким, я журналист, депутат Государственной Думы, и я очень рада, что сегодня меня позвали провести это время с вами и обсудить ваши лучшие мысли и идеи, которые вы не постеснялись, выразили, написали об этом и привезли к нам сюда, в Россию и в Национальный центр «Россия». Так я очень рада вас приветствовать здесь, на открытом диалоге «Будущее мира. Новая платформа глобального роста». Ну, не секрет, что работа идет уже со вчерашнего дня, большая работа. Открытый диалог собрал уже огромное количество участников, 102 страны мира в этом задействованы. И даже если не все смогли принять участие очно, то вот и сегодняшнее обсуждение тоже. И прямо сейчас нас смотрят зрители, я думаю, около сотни тысяч человек, которые смотрят на портале russia.ru. Вчера состоялись питч-сессии. Я уверена, что вы участвовали и смотрели, видели, анализировали, что происходит на каждой из них. Все авторы эссе, которых пригласили в Москву для очного участия, уже поделились своими идеями и даже мечтами с коллегами. И по итогу этих питч-сессий по каждому тематическому вектору были определены 6 лучших работ, то есть 6 лучших эссе, авторы которых и примут сегодня участие в нашем обсуждении, в нашем панельном питчинге. Инвестиции в человека. Именно эта секция собрала больше всего вообще, в принципе, работ со всего мира. Вопросы, которые затрагивает этот тематический вектор, они абсолютно волнуют каждого из нас. Все они про нас, про будущее, про будущее человека. И вот вчера было около 30 авторов, которые приняли участие в питч-сессиях. Сегодня сюда, до этой сцены, до этого места дойдут самые лучшие. Мне очень приятно объявить их имена, фамилии и регалии. Итак, давайте поприветствуем экспертов, участников нашего сегодняшнего открытого диалога. Директор школы бизнеса Университета Замбии Лубинда Хабазока. Давайте его поприветствуем. Спасибо вам большое. Пожалуйста, проходите к нам. Эммануэль Арго, председатель, действующий в странах Азии, Африки и Карибского бассейна сетевой организации Африка Мундес, Франция. Пожалуйста, мы тоже просим вас пройти на эту сцену.
Мишель Бовенс, основатель P2P Foundation, Бельгия. Очень ждем вас тоже здесь с нами, к нам присоединиться. Здравствуйте. И, пожалуйста, Олег Макаров, доктор юридических наук, директор, Белорусский институт стратегических исследований, представляет Республику Беларусь. Ну что ж, мне очень приятно. Сегодня у нас такие уважаемые эксперты, невероятные мужчины. Думаю, что будут потом еще и женщины, но вот сегодня у нас такая великолепная четверка. Усаживайтесь, пожалуйста, на свои места. Мы готовы начинать, мы готовы обсуждаем будущее, обсуждаем инвестиции в человека. Ну и для начала хотела бы представить журналиста Института корпоративного гражданства Южноафриканского университета Курайша Исмаил Сулейман. Мы будем говорить о корпоративной социальной ответственности, миф это или реальность. Пожалуйста, попрошу подойти для того, чтобы выступить. Передается микрофон. Пожалуйста, слово уважаемым коллеге-журналисту. Большое спасибо. Очень приятно выступать перед вами. Меня зовут Сулейман Курайша, и я занимаюсь изучением деятельности женщин-лидеров. Я преподаю целый модуль по устойчивому развитию. Итак, я сегодня буду рассказывать о своей вере в людей стран БРИКС. И здесь возникает вопрос. Хорошо, а какое основное заинтересованное лицо, которое должно способствовать нашему благополучию и развитию? Несмотря на весь потенциал, несмотря на ресурсы, несмотря на наш интеллект и наши благие намерения, народ стран БРИКС+ сталкивается с серьезными вызовами, которые требуют структурных решений. Как же решать эти проблемы? В том числе с помощью корпоративной социальной ответственности. Я считаю, что невидимая рука рынка не такая уж и невидимая. Есть неолиберальный миф о том, что рынки сами себя корректируются. Но мы в это не верим. Мы в БРИКС должны понять, что мы держим ключ в своих руках. Мы должны переписать правила. Мы должны перестать слушаться других. Мы должны изменить точку зрения. Корпоративная социальная ответственность уже не должна быть неким реактивной благотворительностью. Мы должны заниматься сотворчеством. Люди должны быть частью создания дополнительной стоимости. Итак, что же такое социально ответственный капитализм? Бизнес должен носить вклад в благополучие и развитие граждан. Арабский философ Аль-Фараби говорил, что самое высшее достижение — это вклад в коллективное счастье. Как этого достичь в БРИКС+? Как смягчить воздействие кризисов, которое оказывает на нас влияние, о котором мы говорили все мы в течение последних 2 дней. Мы должны верить в себя. Мы должны собственную мудрость, собственное наследие сейчас реализовать. Мы должны создавать центры знаний. Вот если посмотреть те новые начинания, которые мы видим, вот мы видим принципы Убунту в Африке, принципы соборности в России. Это все может поменять то, как мы ведем бизнес. Будущее бизнеса — это не просто экономика, это этика, это моральность, это культура. Все завязано на человеке. Бизнес играет ключевую роль в решении проблем, о которых мы говорили сегодня. Давайте посмотрим на девизы.
Как я говорил, соборность, Ubuntu, Hexi Heshui. Они не просто такие хорошие девизы. Это некий этический, моральный принцип. И если в обществе все хорошо, значит и компаниям все хорошо. Вот в Китае Hexi Heshui это основа для таких компаний, как Alibaba, например. This teaches us that where wealth funds public goods, it can challenge corporations to invest in cultural and environmental resilience. В обществе все хорошо, то значит оно имеет голос, и оно может побудить компании вкладывать в развитие общества. На самом деле благополучие, а не ВВП, это настоящий показатель оценки развития страны. Модель BRICS+ должна потребовать изменения системы управления. Тогда в такой модели, где люди принимают участие. Давайте возьмем биоэкономику в Бразилии. Компании вкладывают в людей, они закупают товары у коренного населения. То есть они не просто берут ресурсы, а именно закупают товары. И они делятся своими доходами. Эксплуатации есть? Нету. Они уважают традиции, уважают традиционные знания. Более 10 тысяч семей участвуют в этой программе. И это пример того, что можно, с одной стороны, получать доходы, но при этом быть экологически устойчивым и помогать местному населению. Понятно, что есть проблемы, да, и очень сложно наладить взаимодействие между странами в рамках BRICS+, их больше 5. Но в целом мы же умеем общаться. Вот нам уже сегодня говорили с утра. Давайте использовать блокчейн, смарт-контракты. Если есть что-то не так с законами, давайте их поправим. Давайте будем уделять больше внимания лицензиям в горнодобывающей отрасли. Если компания готова идти на то, чтобы вкладываться в корпоративную социальную ответственность, давайте дадим ей какие-то налоговые льготы. А нет, пусть платит больше. Итак, решения должны ориентироваться не на импорт западных решений, западных идей, а на местные ресурсы, на местные ценности. Итак, нужно наши традиции воплотить в новом соглашении по корпоративной социальной ответственности на уровне стран BRICS+. Необходимо создать национальные фонды. Вот есть в ЮАР такие фонды, и все это будет содействовать устойчивому развитию. Кроме того, у Объединенных Арабских Эмиратов есть собственные цели устойчивого развития. Вот нам нужно ориентироваться на такие модели. Необходимо совершенствовать систему государственно-частного сотрудничества. Возьмем китайский проект по цифровому юаню. Они использовали данный проект для того, чтобы финансировать развитие установки солнечных панелей в Африке. Давайте учиться у других странах. Почему мы не учимся у себя? Почему мы учимся только у Запада? Прямо у нас под носом все это происходит. У Руанды есть такая же программа по визам. И благодаря этому они смогли выручить 500 миллионов с 2021 года. И 60% были направлены на развитие здравоохранения в сельской местности. Вот в моей стране, в ЮАР, есть специальные налоговые льготы за программы корпоративной социальной ответственности. И, по сути, вы получите даже больше в налоговых льготах, чем вы потратили. И сейчас, благодаря вот этим программам, 250 тысяч молодых человек были
подготовлены, и 73% из них получили работу. И сейчас Нигерия и Кения реализуют похожие программы. Понятно, что правительство не может сделать все в одиночку. Мы должны действовать прагматично, мы должны действовать нашу мудрость, мы должны менять менталитет. Давайте привяжем доходы к социальному последствиям, к социально значимым результатам. Мы должны говорить не о дивидендах, мы должны говорить о чувстве собственного достоинства. Я хотел бы, чтобы мы задействовали потенциал БРИКС+ максимально. У нас должны быть единые инструменты. Мы должны знать, что протекционизм — это путь никуда. Мы должны заниматься инновациями, лидировать. Бразилии, если посмотреть, на 25% была снижена крайняя бедность за счет таких программ. В Индии 4,5 миллиона женщин начали работать в микропредприятиях. В Норильске никель, например, в России нанимает 25% на свои предприятия в Сибири из коренного населения. То есть даже те, кто загрязняют нашу планету, все равно могут делать что-то хорошо. Сасон, например, из ЮАР, они установили гибридные солнечные системы в 45 школах сельской местности. Подготовили 150 женщин как техников, кто будет обслуживать эти солнечные панели. В Китае развиваются похожие программы. И это не только какая-то корпоративная социальная ответственность, это вот чисто социальная ответственность. И сейчас вот говорят про некие располагаемые расходы, но опять-таки, вот что значит располагаемые расходы? Мы с вами должны ориентироваться на каждого человека. Я считаю, что нужно задействовать наши ценности, соборность, убунту, и таким образом мы вернемся к исходной цели экономики. Что можно взять полезного из неолиберализма? Давайте возьмем. Затем вложим все это в рамках БРИКС+. И начнем писать новую историю от Йоханнесбурга до Джакарты. И это как раз определит наше будущее. Спасибо. Спасибо большое. Не уходите, пожалуйста, если можно вас попросить пока остаться на сцене. Если у наших уважаемых экспертов есть вопросы, то спасибо, с удовольствием. Я думаю, вы ответите и поясните, что имелось в виду. Пожалуйста, господа эксперты, есть ли у вас вопросы к нашему выступающему? Пожалуйста, да. У меня вопрос и одна комментарий. Но поскольку вы говорили по-английски, то давайте я тоже буду говорить по-английски. Я думаю, что корпоративная социальная ответственность, конечно, это один из наиболее оптимальных способов вклада на той территории, в развитие той территории, где вы работаете. Ну вот в Африке наблюдаем похожую ситуацию. И, вы знаете, на самом деле многие африканские компании избегают налогов, не платят налоги в том объеме, которые должны. Так вот, оптимальная модель для африканских стран какая должна быть? Особенно там, где многонациональные, транснациональные корпорации почти ничего не платят. Как же сделать так, чтобы они все-таки отдавали что-то на благо обществу, в котором они работают? В ЮАР есть крупные городовые компании. Они работают рядом с трущобами. То есть они забирают минеральные забирают минеральные ресурсы, полезные ископаемые, но ничего не дают взамен. Трущобы как были, так и есть. Как заставить их? Есть способы? Спасибо. Да, действительно, актуальные вопросы вы подняли, особенно для Африки. Я думаю, это касается не только Африки, это в целом глобальный вопрос. Во-первых, коррупция. Во-вторых, лидеры слабые. Многие лидеры тоже занимаются взятками и коррупцией. Они, конечно, готовы
готовы много чего обещать перед выборами, а потом забывают об этом. Но нам нужно переписать правила для корпораций, то, как корпорации вносят вклад в развитие тех территорий, в которых они работают. Если выбрать какую-то одну модель, может быть, лидеры должны помогать нам менять менталитет, чтобы они сами преодолевали свои слабости, чтобы они не зависели от корпораций. А за счет этого нужно развивать, то, как я говорил, специальное соглашение в рамках БРИКС+, по корпоративной социальной ответственности. Вот это стандарт, вот это эталон, мы должны его придерживаться. И крупные горнодобывающие компании должны соответствовать этому. Вот плюсы, которые достанутся вам, вот здесь льготы, которые вам достанутся, как Норильский никель. Понятно, что примерно 60% своих отходов они утилизируют. Может быть, вы будете какие-то ветряки ставить в тайге где-нибудь на севере. Но опять-таки, вот смотрите, у нас есть международное соглашение. ЮАР подписала, Китай подписал, Россия подписала, Индия. Вот тогда, может быть, компании начнут вносить вклад свой по-другому. То есть не просто начнут от налогов убегать, они начнут действовать на благо людей. И потому что у нас будет международное соглашение. Ну, я считаю, что у нас в ЮАР, по крайней мере, с лидерами проблема. Они должны действовать так, как это было бы на благо людей. А мы должны дать им инструменты, чтобы они работали лучше. Спасибо большое. Следующий вопрос, пожалуйста. Я не очень понимаю, как вот вы хотите преодолеть вот это расстояние, вот эту пропасть. Мне кажется, тут очень много препятствий. Например, корпоративная... Вот сейчас, когда мы говорим про корпоративную ответственность, то руководители компании не отвечают за ущерб, который они несли, так уже 200 лет. Допустим, фидуциарная ответственность. В англосаксонских странах можно даже нападать на людей. Можно критиковать людей. То есть, допустим, если они не выполняют свои ответственности по корпоративной социальной ответственности, то их можно там критиковать. Но я думаю, что эти проблемы, это в основном все на Западе. Это вот те, кто проповедует неолиберальную концепцию мира. А у нас есть свое видение, видение БРИКС+. И здесь речь идет о большей вовлеченности государства, о взаимодействии гармонии между обществом, компанией и государством. Не так, как на Западе, где государство говорит: нет, тут все невидимая рука рынка, пожалуйста. Я думаю, что мы должны разработать новый план для самих себя, новые правила. Понятно, мы осознаем, что есть ограничения, но я уверена, что некоторые будут говорить о том, что да, национальные законы, они стоят выше, чем законы, которые прописывают для себя корпорации. Сегодня у нас есть корпоратократия, у нас нет демократии, есть корпоратократия, и они диктуют нам свою политику, от них зависит наше благополучие, от них зависит то, о чем мы думаем, и это должно измениться. Потому что речь идет все-таки не о доходах, мы должны все-таки ставить прежде всего людей в приоритет, а равенство людей. Спасибо большое на вот этих потрясающих словах, что мы должны все-таки ставить на первую планку, на первое место именно людей. Давайте проводим аплодисментами нашего первого спикера. Первым всегда тяжело выступать. Еще есть один вопрос, извините. У кого-то есть еще вопрос, да, из экспертов? Простите, давайте тогда, пожалуйста, дадим вам возможность задать вопрос. Простите. Да, пожалуйста. Okay. Yes, so sorry. And I would like to add something. Хотел бы кое-что добавить по поводу корпоративной социальной ответственности. Я думаю, что
Вам нужно правильно среду организовать для рабочих. Вот ты работаешь, допустим, в разных городах, в ЮАР. Допустим, они работают в крупной компании. Как вот там все организовано? Питание, например. Что им? Какие-то талоны дают? Может быть, это бесплатные талоны на питание в рамках корпоративной социальной ответственности? Я думаю, что вот это тоже нужно учитывать, вот такие соображения. То есть не только деньги, да, а, может быть, компании могут помогать и даже детям своих сотрудников. И здесь возникает вопрос общества, потому что в обществе есть сложности, есть насилие, но мы должны помогать людям, мы должны готовить людей. Я считаю, что это тоже ответственность компании. Да. В ЮАР у нас, кстати, поменялось трудовое законодательство, и в целом соблюдение законодательства тоже на высоте в том, что касается того, как обращаются с сотрудниками горнодобывающей компании. Они раньше разрушали экологию, а сейчас местное население протестует, и этот протест успешен. Так что благодаря этому все постепенно меняется. Спасибо большое. Спасибо еще раз огромное. Передавайте микрофон. Мы, безусловно, ждем нашего следующего выступающего. Спасибо огромное уважаемым экспертам за такой проявленный интерес, за интересные вопросы. И сейчас на сцену я приглашаю Максима Лупова, ассистента Департамента иностранных языков и профессиональной коммуникации факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. Конечно же, Максим представляет Россию. Очень приятно пригласить вас сейчас на эту сцену. Проходите прямо на центр. Кликер, вот, пожалуйста. Вы теперь вооружены. И теперь мы очень с нетерпением ждем вашего эссе, вашего доклада, ваших тезисов об искусственном интеллекте, о том, как оно влияет на сферу образования и что можно будет сделать в этом плане для нашего с вами объединения БРИКС+. Итак, пожалуйста, Максим. Уважаемые дамы и господа, коллеги, спасибо за возможность выступить перед вами и спасибо Национальному центру России. Во-первых, хотел бы предложить вам представить себе студента, который тонет в море информации. Кажется, что все это важно, все это надо выучить, как-то освоить. Представьте себе преподавателя, который тоже тонет в этом море информации и не знает, что выбрать, что преподавать студентам. Кроме того, преподаватель не знает, какие нужно формировать навыки у студентов. Вот это проблема современного образования. Мы это наблюдаем во всем мире. Предлагаю спасательный круг для преподавателей студента. Мы должны изменить то, как используется ИИ в образовании. Как это сделать? Ну, давайте посмотрим на слайды. Кто я такой? Я преподаватель и исследователь. Я помогаю разным поколениям общаться между собой, формировать знания, умения, навыки и способствую личностному росту моих подопечных. Кроме того, по результатам мировых исследований я понимаю, что в системе образования есть огромная проблема. У нас есть цифровые инструменты, мы их цифровизировали, но не изменили наши подходы. Посмотрите на пример. 2000 лет назад греческое общество входило в римское общество, им пришлось учить новый язык. И изучение нового языка требовало учебников того времени. То есть можно почитать эти учебники, которые греки использовали. Если сравнить содержание тех учебников с современными, мы увидим, что там есть интересные параллели. Содержание почти всегда одинаковое с базовых точки зрения. То есть люди тогда
как учили говорить о покупках, о судах, о повседневной жизни, как об этом говорить. И сегодня ученикам и студентам преподают примерно то же самое в учебниках по иностранному языку. Но только мы обогатили программу, конечно. Теперь мы больше времени проводим над изучением информации, которой мы не пользуемся в повседневной жизни, и учим в том числе и то, что нам не нужно. То есть, обогащая содержание, мы теряем идею передачи знания нашим ребятам. То есть, что нужно сделать, чтобы искусственный интеллект уже не стал источником ответов, а стал просто инструментом. Приведу личный пример. Я тоже преподаю иностранные языки, культурологию и философию. Я задаю студентам вопрос, какой-то сложный вопрос про философию, например, или про происходящее в мире. Часто они используют искусственный интеллект, чтобы найти ответ. И они, на самом деле, показывают мне то, что-то, они учат меня, собственно, тоже мы ответственны за весь этот процесс обучения. Почему нам необходимо изменить наш подход? Мы уже живем в условиях информационного перенасыщения. Мы не можем прочитать все написанные книги, посмотреть все написанные фильмы, послушать все песни. Приходится выбирать, что надо учить, что нам нужно. И здесь нам может помочь ИИ. Он может помочь нам выбрать, может помочь нам понять сложные вещи. Но мы как бы не думаем о том, как им пользоваться. Студенты просто дают какие-то запросы, и редко они погружаются в глубину проблемы. Они не задумываются, как конкретно решаются эти проблемы. При этом преподаватели тоже используют искусственный интеллект для формулирования заданий, для оценки студентов. И мы видим, что ИИ уже превращается не в инструмент, а собственно, он подменяет и ученика, и учителя. Кто кого учит, кого я учу, кто меня учит. Искусственный интеллект получается. Да, может быть, это звучит смешно, но на самом деле это не новая проблема. Посмотрите на Гёте, на Фауста. Строки, которые описывают состояние современной науки, что людям приходится читать огромное количество книг, чтобы найти одно предложение, одну идею, золотые слова, ради которых это все затеяно. То есть этот субстрат знания. И здесь, конечно, искусственный интеллект может помочь нам найти эту фразу, но все равно читать-то нужно. Ну, вы читаете, например, «Отцы и дети», Тургенева, и считаете, что это книга о проблемах между поколениями, и все. Или но то же самое можно сказать и про другие книги. Этого мало, чтобы ознакомиться с книгой. Что же надо сделать? Надо понять, что такое источник ответов и что такое инструмент. Источник инструментов, как в этой роли, ИИ дает ответы, но вы не понимаете, откуда взялись эти ответы, не понимаете, какую проблему вы решаете, не можете сами перепроверить, правильно это или неправильно, стоит ли это читать или не стоит. А если это инструмент, то мы понимаем, что нам нужно самим обладать знаниями по предмету. Мы просто часть процесса чтения, например, ненужной информации передаем как бы на аутсорс искусственному интеллекту. И таким образом мы можем найти то, что бы мы обычно не смогли найти, раскопать. Мы можем сделать что-то невероятное. Сегодня мы публикуем тысячи научных статей. И я сомневаюсь, что кто-то может столько прочитать за всю свою жизнь по своей области. Это научное знание приходится постоянно открывать заново. Например, Выгодский, знаменитый психолог, его сегодня заново открывают для себя. Он 70-60 лет назад уже сформулировал некоторые решения для нас, как улучшить научный процесс. Сейчас это открывают заново. То же самое делает ИИ. Он может помочь нам откопать ценное знание. Но как этого добиться? Во-первых, необходимо выделить этот субстрат знания, которое надо передавать нашим детям, нашим ученикам. Например, математика. Здесь
Это самое простое научное поле для использования искусственного интеллекта, потому что здесь все очень структурировано, мы знаем, с чего начинать, чем заканчивать. Что значит заканчивать? Современные учебные планы, школьные учебные планы заканчивают примерно на математике 15 века. А 10-11 класс — это 16 век. То есть школьный выпускник школы имеет примерно знания на уровне человека эпохи Возрождения. И дальше он не идет, потому что вот этой информации ему достаточно для того, чтобы решать повседневные задачи. Ему нет стимула продолжать обучение. То же самое можно сказать и про физику, про химию. Что касается гуманитарных наук, ситуация гораздо более сложная. Почему? Потому что мы не знаем, с чего начинать. Каждый элемент знаний важен. Трудно отличить, что важнее, что менее важно. Например, вы живете в Индии, для индийцев важна история Индии, для русского важна история России. То же самое можно сказать про любого гражданина любой страны. Поэтому необходимо основать научный центр, который бы анализировал, как взаимодействовать с ИИ в целях разработки образовательных программ. Но чтобы но этот центр не должен быть работать отдельно, он должен сотрудничать с университетами, потому что есть университеты, которые вводят в обучение ИИ, заставляют преподавателей использовать искусственный интеллект при приготовлении разработки программ. Но так они решают свою узкую проблему, а проблема-то глобальная. Есть примеры, например, Яндекс.Образование или китайские университеты уже улучшают методику использования ИИ в образовании, но этого недостаточно. Необходимо работать сообща. Что касается мирового воздействия, изменение ключевых параметров могут дать эффект на уровне 2-5%. Но главное, мы сможем оснастить студентов знаниями и мотивацией для изучения чего-то нового на протяжении всей своей жизни, мотивировать их делиться знаниями с другими. Чем более мотивированы наши студенты, тем более мотивированы преподаватели расти над собой. Они захотят работать в своей профессии и оставаться в ней, не уходить из нее. Чем более квалифицированы у нас ученики, тем лучше они подходят для рынка труда, тем сложнее те задачи, которые они смогут выполнять на работе. То есть мы сможем оставить рутину машинную, а свое время посвятить наслаждению жизни и творческой деятельности. Спасибо большое. Я бы хотел назвать эту идею Ренессансом 2.0. Мы учимся чему-то новому. Спасибо. Большое. Хотел бы передать слово экспертам для того, чтобы задали свои правильные вопросы. Давайте, Олег, с вас начнем. Спасибо, Максим. Фраза, наверное, реплика и вопрос. Мне кажется, что мы уже достаточно долго работаем с искусственным интеллектом для того, чтобы быть смелее и для того, чтобы предлагать уже решения, а не только обозначать проблему. И здесь все эксперты, наверное, я уверен, что имеют педагогический опыт, и вы как педагог. Очевидно же, что в образовательной системе важно не сколько ты дал, а сколько ученик взял. В связи с этим, наверное, важнейшим вопросом является не селекция подаваемого материала, а индивидуальная работа и внимание с каждым человеком для того, чтобы он, исходя из его психологических особенностей и так далее, получил информацию. В связи с этим вопрос, как вы себе видите индивидуализацию образования с использованием искусственного интеллекта и какое место в этой истории останется человеку, преподавателю, нам с вами? Спасибо. По-русски, по-английски? На каком? Как хотите, по-английски лучше. По-английски лучше? Процесс индивидуализации и роль искусственного интеллекта
Ну, здесь я бы задал простой вопрос. Как часто вы используете искусственный интеллект в повседневной жизни для того, чтобы решить какие-то проблемы, обнаружить что-то, чем вы интересуетесь? Сомневаюсь, что вы постоянно это делаете. Обычно, если вас кто-то о чем-то спрашивает, человек вам задает вопрос, например, знаете, где что-то находится, или когда что-то произошло, или как посчитать ту или иную формулу. И тогда вы сперва спросите человека, но только потом обратитесь к искусственному интеллекту. Это всего лишь инструмент. И все равно человеческое общение — это самое главное. Мы общаемся друг с другом, мы несем определенную ответственность, мы мотивируем друг друга. Если мы будем жить сами с собой, это неинтересно. Зачем что-то выучивать, если мы не можем обменяться мыслями с другими? Поэтому образование — это процесс социализации. Мы передаем знания, и поэтому человек, по крайней мере, должен чувствовать определенный комфорт, должен удовлетворять свои потребности, добиваться самореализации в процессе образования. Поэтому индивидуализация с использованием искусственного интеллекта может выглядеть так. Мы перестанем складывать все в баз данных искусственного интеллекта, искусственный интеллект будет выбирать необходимую для каждого студента информацию, исходя из его потребностей. На каждом этапе образования мы будем анализировать, какие ошибки делает студент, чем он интересуется, какие у него сильные и слабые стороны. Искусственный интеллект поможет преподавателю выбирать необходимую информацию для каждого студента. То есть мало давать человеку просто текст, это еще не общение. Ну, например, если искусственный интеллект делает 100% работы, зачем нужен преподаватель? Если все делает преподаватель, зачем тогда нужен искусственный интеллект? Поэтому все зависит от пропорции, что должен делать человек, что должен делать искусственный интеллект. Пожалуйста, следующий вопрос. Интересно, как вы считаете, искусственный интеллект должен применяться в аудитории или за ее пределами? Я вспоминаю компьютеры и смартфоны в школе, их роль. И как-то они разочаровали преподавателей. Есть статистика, которая показывает, что если в школе появляются компьютеры, то успеваемость снижается. То есть есть реакция и ответная реакция. Многие страны запрещают использование смартфонов в школах. Ученики при входе в школу должны сдавать свои телефоны. Поэтому вот вопрос, как вы считаете, искусственный интеллект должен применяться в учебном классе, в аудитории? Не отвлекает ли он нас от того, где мы находимся, от того, чтобы слушать преподавателя, от того, чтобы слушать своих соучеников? Каково должно быть место искусственного интеллекта? Спасибо за вопрос, прекрасный вопрос. Я думаю, что не надо исключать компьютеры или смартфоны из процесса образования. Мы не должны ограничить использование искусственного интеллекта. Например, не так много времени рассказывать про Яндекс.Образование, но у них есть такая модель, которая ограничивает информацию, которую ты получаешь. Например, когда ты решаешь уравнение, тебе не дают сразу ответ. Тебе задают вопросы, чтобы ты сам нашел решение уравнения. Но проблема вот в чем. У нас есть 4-5 крупнейших коллективов, которые разрабатывают искусственный интеллект во своем мире. Они мастера этой технологии. Они хотят создать наилучшую модель ИИ, чтобы она решала самые сложные вопросы. Они не заинтересованы в процессе обучения. Это как раз ответственность институтов, правительств, университетов и самих преподавателей. Поэтому что ограничивает
студентов. Почему? Потому что у нас на самом деле рынок свободный, можно использовать любую модель искусственного интеллекта, можно использовать ее и до занятий, и во время занятий. Вопрос скорее в том, что не надо ограничивать искусственный интеллект в аудитории, а просто подсветить этический аспект образования, чтобы ученик понимал, почему важно это знать, почему это важно понимать, почему мало просто запрашивать ответ на задачку у искусственного интеллекта. То есть надо, чтобы человек сам умел решать эту проблему самостоятельно, и он должен понимать, что надо потратить время, собственное время, пострадать, поработать. Иногда это бывает неприятно, но после всего этого человек уже ответственен за других и может помочь им в роли, так сказать, доктора, учителя и так далее. Пожалуйста. Во-первых, сказать, что искусственный интеллект, наверное, не заменит людей, пока мы не можем, например, оставлять наших детей маленьких с роботами, мы не можем передоверить все искусственному интеллекту, потому что он требует знаний, базы знаний, которые создают люди. Я видел, как разрабатываются модели больших данных. Когда я был еще студентом в 90-х годах, мы иногда получали задания на дисках, мы записывали на дискеты. Потом появился Рамблер, Google, если помните. Мы начали что-то искать в интернете. Сейчас у нас есть чат GPT. Они облегчают поиск информации. И преподаватель экономики, такой как я, может на самом деле отличить бессмысленные ответы, которые предлагает искусственный интеллект, от живых ответов. То есть я вижу разницу. Если я знаю, что есть в интернете какая-то недостоверная информация, я знаю, что она может появиться в ответах студентов, если они пользовались искусственным интеллектом. На каком месте сейчас Россия в развитии искусственного интеллекта? И какие вы видите возможности взаимодействия России с развивающимися странами Африки, допустим? Я сейчас знаю, что в будущем, чтобы бизнес был успешнее, нужно будет воспользоваться искусственным интеллектом, потому что бизнес всегда ищет пути сокращения расходов ведения бизнеса. И я думаю, любой бизнес, у которого будет очень развита вот эти возможности использования искусственного интеллекта, только такой бизнес в будущем может прогрессировать. И какие направления, пути развития или взаимодействия между Россией и развивающимися странами в сфере развития искусственного интеллекта? Спасибо за вопрос. У меня пара секунд осталось. Что касается мира искусственного интеллекта, места искусственного интеллекта в мире, мне трудно об этом говорить, потому что лидеры есть такие: США, Китай, Индия разрабатывает свой искусственный интеллект. Евросоюз тоже. Не могу вам точно ответить на этот вопрос, поэтому уйду от этого вопроса. Но что касается использования в разных отраслях, да, искусственный интеллект, например, используется в металлургии, в производстве труб и других металлических деталей. То есть искусственный интеллект может отслеживать работу человека, отслеживать то, насколько человек соблюдает параметры той или иной трубы. И если искусственный интеллект видит брак, то сразу об этом предупреждает. Поэтому у компании не возникает проблем с последствиями брака. Что касается других областей, у нас есть лаборатория в России, которая занимается вопросами интеграции искусственного интеллекта
при отслеживании эмоционального состояния людей. Например, мы говорим о водителях автобусов или машинистах поездов. Если человек устал, то искусственный интеллект должен иметь возможность как-то ему помочь и подать ему сигнал. И такие технологии в России применяются. Что касается Африки, я знаю, что мы разрабатываем сейчас, развиваем связи с африканскими университетами, и я надеюсь, что и искусственному интеллекту будет посвящена эта работа совместная. Может быть, мы смогли бы совместно поработать над внедрением и в промышленности, и в образовании. Ну, просто у меня есть надежда на лучшее. Спасибо большое. Еще один вопрос, пожалуйста. Еще одно наблюдение. Мне кажется, что люди будут задаваться вопросом, что важнее, да, ИИ или человек? И этот вопрос будет такой, как вот что было первым, яйцо или курица? Это немножко философский вопрос. Но, наверное, мы в таких терминах будем обсуждать этот вопрос. А вы что думаете? Можете повторить еще раз? Я не понял. Не услышал. Возможно ли еще раз повторить ваш вопрос? Я говорю, что иногда, может быть, обсуждая относительную важность искусственного интеллекта и человека, что важнее, искусственный интеллект или человек, что, говоря об этом, люди будут вспоминать вот эту известную фразу, что первичный, курица или яйцо. То есть это отчасти философский вопрос, потому что люди будут задаваться вопросом, что вот такое искусственный интеллект? Это просто техническая поддержка для нас или что-то другое? Да, я понял теперь. Действительно, есть проблема, когда люди начинают общаться с искусственным интеллектом, то, что удовлетворяет их социальный запрос, и предлагает ответы, которые человеку нравятся, говорит с человеком так, как ему хочется, чтобы с ним говорили, то есть угождает человеку. Но мне кажется, что это такое заболевание, что это отклонение скорее от нормы, потому что нам все равно надо сфокусироваться на межчеловеческом, межличностном общении. Искусственный интеллект может развлекать, но все равно это не человек, у которого есть свои чувства, свои желания, идеи. Ну, конечно, иногда искусственный интеллект похож вроде бы на человека. Но тут вопрос в образовательных стандартах. Если человек хорошо образован, у него высокие ожидания от беседы, его не удовлетворяют просто правильные ответы, тем более, если это философские какие-то вопросы. Например, в чем смысл жизни, зачем мы что-то делаем или не делаем. Тут нам не нужно как бы найти какой-то готовый, прописанный, правильный ответ. Тут интереснее подумать об этом. Как сказал Декарт, «Когито эрго сум» — я мыслю, следовательно, я существую. Поэтому человека интересует аргументация. Просто искусственный интеллект — это инструмент, а не ответ. Спасибо большое. Ну что ж, давайте поблагодарим нашего уважаемого спикера. Спасибо за вашу работу потрясающую, за потрясающий ответ на вопрос. Хочу обратиться к нашей аудитории. Пожалуйста, слушайте внимательно, потому что по окончании нашей сессии мы все должны будем проголосовать и выбрать наилучшего автора, наилучшую работу и дать этой работе и этому автору дорогу в жизнь. Ну что ж, давайте от искусственного интеллекта перейдем немного к другой теме. Я приглашаю на эту сцену преподавателя автономного университета Пуэблы, представляет Мексику. И этот преподаватель — это прекрасная женщина Джессика Мартинес Круз. Давайте ее поприветствуем, насколько мы можем, тепло. Пожалуйста, вот кликер для вашей презентации. Дай микрофон, пожалуйста.
Добрый день всем. Для меня большое удовольствие сегодня быть с вами здесь. Я хотела бы поблагодарить Центр «Россия» за то, что они пригласили меня участвовать в сегодняшнем мероприятии. Я буду говорить о важной теме, которая касается нас всех. Я буду говорить об африканской миграции, о миграции вообще. И в этом смысле я хотела бы сказать, что миграция — это феномен, который активно развивается в последние годы. И нужно говорить о нем как о силе, которая перевоплощает общество. Не только в тех местах, где мигрантов принимают, но и те места, те города и страны, из которых эти мигранты уезжают. Мы в Мексике об этом очень много знаем. Меня зовут Джессика Мартинес Круз, я из Мексики, я преподаватель, и я занимаюсь исследованиями в области африканской миграции. Я веду исследования в рамках докторской диссертации, изучаю миграцию в Мексике. С 2016 года у нас стало гораздо больше мигрантов, и я делаю сравнительное исследование между техниками приема миграции в разных странах. Что касается БРИКС, я хотела бы сказать, что я анализирую, как страны могут трансформировать миграцию вообще, африканскую миграцию в частности, в ту силу, которая будет давать определенное развитие обществу, как в тех странах, которые мигрантов принимают, так и в тех странах, из которых эти мигранты уезжают. Здесь речь идет о возможностях, которые есть у мигрантов в каждой из стран БРИКС. И поэтому мне очень интересно послушать мнение коллег из соответствующих стран. И взаимодействие Юг-Юг тоже очень важно в этом диалоге о миграции. Цель моя заключается в том, чтобы привлечь внимание к тому феномену, который касается нас всех. Это феномен, это явление трансцендентное. Если говорить словами Кофи Аннана. Миграция — это тема, которая не имеет паспорта. И согласно цифрам и статистике ООН, сейчас существует 281 миллион мигрантов во всем мире. То есть если мы их соберем в какой-нибудь стране, на одной территории, то получится целая страна. И вообще это страна с огромным населением. Поэтому это тот вопрос, который требует от нас от всех очень большого внимания. И главным образом внимание стран БРИКС, потому что у нас есть замечательные эксперты в разных сферах, которые могут помочь в решении отдельных вопросов миграции. Да, то есть мы можем разоблачать мифы. Такая страна, как Мексика, очень много знает о том, что миграция воспринимается очень часто негативно, как проблема, которая воспринимается скорее всегда негативно. Так вот, из этих 281 миллиона мигрантов 40%, как правило, происходят из Африки, Южной Африки, Африки южнее Сахары, la cual principalmente se queda dentro del continente, es decir, es una migración intracontinental. В самой Африке происходят очень важные миграционные процессы внутри самого континента. Очень многие мигранты остаются в Африке, но очень многие также уезжают дальше в Европу. Сейчас мы наблюдаем, что эти перемещения продолжаются и дальше, то есть
люди часто переезжают в другие страны, как, например, в страны Центральной Америки. И в 2016 году, согласно данным Мексики, к нам приехали 3900 мигрантов из Африки. Они приехали без документов. И это мигранты из разных африканских стран, из Конго, из Южноафриканской республики. И мы видим, как рост мигрантов из этих стран. И это уже не внутриконтинентальная, а экстраконтинентальная миграция. И нам очень интересно смотреть, как она развивается. Что мы можем сделать? Мы можем изменить перспективу, изменить наше отношение к этому явлению. Мы должны превратить наше видение мы должны сделать так, чтобы мы по-новому посмотрели на эту проблему и нашли в ней что-то позитивное для развития наших обществ. Что мы можем сделать как страны БРИКС? Во-первых, БРИКС могут предложить инициативы по инкорпорации мигрантов в локальные сообщества. Потому что очень часто происходят процессы дискриминационные, по формальным признакам мигранты не находят себе места в сообществе. Мы могли бы найти способы интегрировать их в наше сообщество. И это можно сделать, учитывая то, чем они занимались внутри экономики тех стран, из которых они приезжали. Потому что это довольно специфический регион. Надо помнить, что они отправляют денежное отправление в свои страны. Кроме того, речь может идти о передаче знаний, и, безусловно, мы также должны работать над тем, чтобы обеспечить необходимую поддержку для развития человеческих ресурсов, квалифицированных человеческих ресурсов для отраслей, которые нуждаются в таких кадрах, особенно принимая во внимание конкретные, очень специфические примеры, которые мы видим в различных странах БРИКС, в тех странах, которые уже имеют положительный опыт в этом направлении. Если взять, например, Индию. Индия, как вы знаете, это одна из самых релевантных стран в области разработки программного обеспечения. Это один из основных экспортеров программного обеспечения на международном уровне. И, соответственно, мы можем предложить, чтобы Индия занималась развитием программ по подготовке специалистов в этой области из других стран посредством различного рода стипендий, посредством предоставления мест в индийских университетах для того, чтобы те, кто приезжают из африканских стран, могли принимать участие в таких программах в Индии, приобретать соответствующие навыки в индийских университетах и учиться. Это тот обмен, образовательный обмен, который может дать хорошие результаты. Если говорить о Китае, скажем, то Китай активно увеличивает свое присутствие на территории Африки с дипломатической, с экономической, с торговой точки зрения. Есть большие инвестиции в инфраструктуру со стороны Китая на территории африканского континента. И, соответственно, можно сделать так, чтобы Китай через эти инвестиции создавал рабочие места для внутриафриканской миграции. И, соответственно, это открывает новые возможности для экономического развития внутриафриканских стран, городов и так далее. Бразилия, если говорить о ее локальных плюсах и преимуществах, это система, которая призвана способствовать миграции, интеграции мигрантов за счет богатых исторических, культурных связей с африканским регионом. И кроме того, у Бразилии очень богатая история по разработке программ интеграции. Это программы, которые могут способствовать приобретению тех навыков и тех возможностей, которые необходимы для бразильского рынка. Это работа в области углеводородов, сельского хозяйства и так далее. Если говорить про ЮАР, то это одно из основных государств, которое является
является целью мигрантов внутри африканского континента. И это та страна, которая активно работает над сотрудничеством по линии Юг-Юг, взаимодействует с другими странами африканского континента. И я думаю, что ЮАР может сделать очень большой вклад в развитие взвешенной миграционной политики для своих африканских братьев и способствовать общему развитию миграции в рамках установленных законов и норм. Если говорить о России, то в России есть компетенции в области сельского хозяйства, энергетики, оборонной сфере. И по другим направлениям Россия могла бы делиться этим опытом, создавать программы поддержки и обучения для мигрантов и сотрудничать с африканскими странами для того, чтобы создавать регулируемые потоки миграции и готовить тех специалистов, которые необходимы России и другим странам, предлагать новые возможности для африканцев и поддерживать их в вопросах миграции, которая связана с экономическим выбором. И мне кажется, что основное внимание вообще здесь нужно уделить сотрудничеству по линии Юг-Юг. Если говорить о результатах такой работы, ожидаемых результатах, то мы можем сказать, что страны БРИКС и африканский континент вместе представляют более 50% населения всего мира. Если мы дадим ход нашей инициативе, мы получим целый ряд положительных результатов. Мы сможем использовать те денежные переводы, которые делают мигранты. Это порядка 5 миллиардов долларов в год. Это внушительная сумма. Кроме того, речь идет о существенном увеличении налоговых поступлений, потому что мы хотим, чтобы мигранты активно участвовали в белой экономике и платили налоги, и были частью общества. И во многом такой подход будет способствовать развитию их собственных стран. И, наконец, и это тоже очень важная реалия, которая связана с миграцией. Нам нужно, чтобы в этих странах, откуда идет миграция, появлялись люди, готовые к инновациям, стремящиеся к внедрению новых технологий, к созданию стартапов, новых небольших предприятий. И мне кажется, что это тоже будет хорошей возможностью для того, чтобы способствовать росту инноваций на территории стран, которые являются источником миграции, и это будет способствовать укреплению их экономики. То есть, еще раз, возвращаясь к началу, мы должны рассматривать миграцию как тот феномен, который дарит нам новые возможности. Миграция сама по себе никогда не закончится, это естественное для человечества состояние, поэтому мы должны рассматривать миграцию не только с отрицательным, но и с положительной точки зрения, искать позитивные моменты в миграции и находить социальные и экономические факторы, которые будут помогать всему миру за счет миграции. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо вам большое, Джессика. Обязательно будут вопросы. Вот, если можно, я передам сразу, наверное, слово господину Арго, да, как раз представителю организации Африка Мундус. У вас будет вопрос, да? Спасибо за выступление. Вопрос такой. Вы же говорите про мигрантов, да? А иногда это речь идет о исходе талантливых людей, утечке мозгов. То есть, допустим, вы, вот кто-то, у вас выучился в Мексике, и, допустим, кто-то из Африки приехал, выучился в Мексике, и он мог бы вернуться обратно, а часто они остаются в Мексике. И таким образом происходит утечка мозгов. Что с ней делать? Здесь вопрос заключается в том, что очень многое зависит от страны. И во многих случаях мы еще не нашли нужного решения для того, чтобы поделиться опытом с другими странами. В последние годы мы в основном занимались тем, что искали пути реакции на те шаги, которые предпринимает наш северный сосед. Мы открыты для обсуждения миграционного феномена, но
но при этом нам приходится сдерживать миграцию, потому что через нас эмигрируют в США. И мне кажется, что мы должны говорить о миграции в рамках БРИКС именно потому, что БРИКС может взять на себя лидерские функции в области дипломатии, в области экономики и торговли для регулирования миграции. И именно через БРИКС мы можем реализовывать те инициативы, которые в дальнейшем послужат примером для таких стран, как моя страна, например. Вы знаете, что Мексика является и страной транзита, и страной депортации, и страной назначения мигрантов. Нам было бы очень интересно проработать эту тему в рамках БРИКС для того, чтобы найти наилучшие решения для тех стран, которые находятся в положении, в котором находится моя страна, потому что очень сложно найти правильные решения с учетом необходимости соблюдать права человека, с учетом других вводных. И то, что мы сегодня делаем в Мексике, это анализ миграционных данных. У нас очень много данных по миграции, но это не предел того, что мы должны делать. Это только первый шаг. Мы должны прорабатывать это и получать другие какие-то решения, которые приведут к позитивному результату. Пожалуйста, есть ли еще вопрос? Да, Олег, пожалуйста. Спасибо, Джессика. А есть пример страны, которая достигла оптимальных результатов вот именно в миграционной политике? В действительности, мне кажется, что одной из стран, которая наилучшим образом справляется с феноменом миграции, по крайней мере, если говорить о Латинской Америке, является Бразилия, потому что Бразилия постаралась найти какие-то альтернативы для интеграции мигрантов, для включения этого феномена в свою политическую ситуацию. И Бразилия рассматривает миграцию не просто как феномен, когда кто-то хочет улучшить свое положение, экономическое положение, и поэтому мигрируют. Они понимают, что многие уезжают из своих стран вынужденно, и этим людям предлагаются определенные решения. Люди уезжают из-за экономического положения, из-за климатических проблем. И если говорить о Латинской Америке, то Бразилия, наверное, это та страна, которая наилучшим образом справляется с миграционным феноменом, в том, что касается подхода. И мне кажется, что тот факт, что Бразилия принадлежит к объединению БРИКС, может открыть нам новые возможности для того, чтобы через лидерство Бразилии подарить этот пример, этот опыт другим странам, не только Латинской Америки, но и другим странам. У них существует национальная система промышленного образования Сенай, которая работает с мигрантами. И мне кажется, что такие инициативы, подобные Сенай, это те инициативы, которые должны использоваться не только на территории Бразилии и применяться не только к тем людям, которые постоянно проживают в стране, но и к мигрантам. И я думаю, что если мы масштабируем этот пример за пределами Бразилии, не только в Латинской Америке, но и в мире в целом, это будет очень полезно. Спасибо. Есть ли еще вопрос? Вот, пожалуйста. Спасибо. Ваша тема очень интересная. Я бы что предложил? Может быть, вы нам поможете разработать модель, как интегрировать мигрантов оптимальным образом. Хотел бы прокомментировать. Человеческий капитал, как и любой другой капитал, это очень важный фактор в развитии экономики. Когда африканские страны получили независимость, колониальные державы ушли. У меня вот страна с 1964 года. У нас было немного выпускников университетов, то есть меньше 100 докторов, меньше 100 инженеров. Как развивать страну? Что мы сделали? Мы пригласили специалистов из Советского Союза и преподавателей Советского Союза, чтобы они научили нас математике, химии, физике. Пригласили профессоров из Индии. Некоторые, кстати, получили гражданство Замбии. И в Советском Союзе тоже кто-то остался, кто-то вернулся. К нам приехали медики из Кубы. Как вы знаете, на Кубе великолепная система здравоохранения. То есть вот с 1964 года до 80-х мы наращивали свой кадровый потенциал. И потом Ботсвана, Намибия.
другие страны получили независимость, Лесото. И вместо того, чтобы затем спрашивать советы у Советского Союза, они начали у нас учиться, нас приглашать. И Замбия, по сути, предоставила учителей, опыт для того, чтобы помочь Ботсване. Сейшельские острова, кстати, у них есть правительственная программа, и они контролируют миграцию. Есть соглашения с другими странами, и они приглашают только высококвалифицированные кадры, учителей, чтобы те преподавали на Сейшелах. Так что нужно, может быть, вы поможете нам разработать модель, когда мы сможем контролировать миграцию. Допустим, Китай, Россия, Индия, Бразилия, ЮАР. Нам всем нужен человеческий капитал. И африканским странам нужен человеческий капитал. У вас в России много врачей, а у нас в Африке не хватает. Может быть, Россия поделится? То есть, допустим, это должно быть взаимовыгодное сотрудничество. Вы направляете нам врачей, каких-то сотрудников, мы что-то вам направляем. Какая-то взаимовыгодная модель. Спасибо. Я согласна с вами. Я думаю, что в целом сотрудничество должно быть взаимовыгодным. И, как вы сказали, действительно, все должны остаться в плюсе. Я думаю, что нужно все чаще и чаще рассматривать точку зрения глобального юга по разным вопросам, в том числе и по вопросам миграции. Аплодисменты для вас, Джессика. Очень интересное выступление, ответы на вопросы. Спасибо большое. Время немного поджимает, уже идем вперед-вперед. Сейчас представитель Эстонии, основатель и стратегический архитектор компании стартап Крионис Стивен Альбер. Будем говорить о когнитивном капитале, о том, что это новая нефть в нашем веке, и опять же о противостоянии человеческого интеллекта и искусственного интеллекта. Не надо, да? Не нужна вам презентация, будете говорить от себя. Отлично, спасибо большое, ждем. День добрый всем, уважаемые коллеги, уважаемый национальный капитал, национальный проект России, уважаемые эксперты. Я очень рад присутствовать эти дни здесь, потому что это такой очень-очень большой опыт для меня. Я приехал сюда из Вьетнама, я эстонец, но живу в глобальном юге уже давно. Так что знаю хорошо все, что в мире творится. И я человек, как советский, задаю себе вопрос часто, особо в последнее время. Из чего начинается Родина? И вот сейчас перед коллегами даю вопрос, из чего начинается стратегический капитал. Мне достаточно легко, в свободном формате говорить сейчас, потому что все выступающие, которые были, эти профессионалы, они практически все нюансы вопроса уже говорили, что у нас в мире сейчас нужно сделать, куда нужно двигаться, особо БРИКС формате. Но я бы хотел свой формат предлагать российской модели. От своего стартапа Cryonis Global. И перед этим, когда я отвечаю, с чего начинается стратегический капитал, я коротко говорю о своей работе. Это может быть самое сложное, когда ученые, профессоры работают, они в узком коридоре работают. Я не могу говорить научным языком, но я говорю, что я сделал.
Естественно, я сделал это с помощью искусственного интеллекта. Последние 2 года я изучал 200 лет историю тематики сознания. Потому что все, которые сегодня здесь выступают, все, которые что-то думают, у всех начинается все это дела от сознания. Это человеческий капитал, который сегодня вопрос номер 1, начинается тоже из сознания. Почти целый год я взял все ученые, все философы и понял, что это такое доброе дело, что надо изучать. Потому что у меня есть 2 маленьких ребенка, и им нужно что-то передать. Что за мир, почему этот мир такой, почему у нас сознание работает так, как сегодня есть, почему у нас есть большие проблемы, почему войны в мире. Ну, что это сознание нам сделает? И вот так получился так, чтобы я получил интересный ответ. После этого я начал посмотреть, а что дальше будет? Например, через 30 лет, через 50 лет. Естественно, искусственный интеллект моделировал мне из этого такой модель, которую я предлагаю сейчас в Россию сегодня. И этот модель экономика сознания. И экономика сознания выглядит так, чтобы у нас наверняка в этом зале сегодня один резонанс есть. И это можно тогда измерить, можно получить результаты, как мы думаем, как мы настроены вообще-то. И условно, вот все прожекторы здесь, индикаторы, мы хорошее дело сегодня сделаем, а потом пойдем вниз туда, в супермаркет, и мы можем уже получать от своих этих смыслей дисконт, например. И можем хорошо пользоваться, условно, с рублей этими Центробанка новыми, дигитальными. Это можно соединять дигитальным рублям. Это модель экономики. И у меня Grails проект, так работала концепция, чтобы это децентрализованная система в данный момент. Но я как-то видел эссе, возможность, я выделял модель централизованная система. Именно как раз для Российской Федерации. Это огромная работа. Я не могу здесь даже в течение 10 часов это говорить. Кто интересуется, будьте добры, посмотрите grails.global. Как БРИКС сейчас очень модно и очень важно, и очень стратегический вопрос номер 1. Если мы не стоим в пророке, мы, может быть, уже где-то землетрясение есть между югом глобальным и западом, и цунами начинался, мы наверху цунами сейчас все. И движемся в сторону запада, не в сторону юга. И вот когда это цунами все закончится, тогда у нас сознание будет очень хорошее. И сейчас я отвечаю, как БРИКС может соединяться очень быстро, очень легко. У нас есть технологии, у нас есть блокчейн. Сделаем метаверсум. Что мешает сделать? Не очень много денег нужно. И туда может идти каждый человек из БРИКС стран, больше половины цивилизаций нашей Земли, планеты. И мы общаемся. Это секунду возьмет.
как-то система устроена. А там уже может быть все, что нам нужно. Вот поэтому у нас есть возможность сделать метаверсум. А вообще-то у меня есть для БРИКС тоже концепция, полная концепция. Это выложено в телеграм-канал. Если Национальный центр России интересуется, я передаю информацию. И весь аудиторию, весь мир может это читать, посмотреть. Если нравится, будьте добры. Даю вам. Еще начинается Родина, еще начинается стратегический капитал. Я думаю, что начинается от сознания. Когда вы летаете домой, возьмите сознание и говорите всем, надо сознание поднимать, экономический модель, не только Россию, и у всех стран БРИКСа. Все, спасибо. Спасибо большое. Какие вопросы у наших экспертов, пожалуйста? Смотрите, вызвало полное согласие ваше выступление. Нет вопросов, да? Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Пожалуйста, Спасибо. проходите в зал. Продолжаем нашу панельную дискуссию. Так, следующий выступающий – это студент, девушка, которая сейчас учится в Российском государственном социальном университете. Зовут ее Елизавета Романова. Елизавета, пожалуйста, проходи на сцену. Ребят помогут тебе с кликером, я передам микрофон. Менталитет инклюзии в России. Безбарьерная и инклюзивная среда. Отсутствие безбарьерной среды и отторжение инклюзии. Пожалуйста, проходи, пожалуйста, в центр, сбоку, как тебе удобно. И мы очень хотим тебя послушать, твое выступление, твою презентацию. Всем здравствуйте, дорогие коллеги, дорогие слушатели. Хотя до коллег я еще не доросла, я только студент, о чем уже было сказано. Меня зовут Романова Елизавета Андреевна, я учусь в Российском государственном университете. И первое, что я хочу сказать, вчера произошло событие, которое еще больше показало мне о том, что смысл моего проекта важен. После того, как вчера впервые мы показали свои проекты, ко мне подошел человек и сказал, что вот мне 46 лет, и в мое время инвалидов на улицах было меньше. Почему сейчас их так много и для чего ваш проект? Ведь можно сделать, как в Советском Союзе. Открыть дома для инвалидов, и пусть эти люди живут там. Это произошло, да, когда я вышла из зала. Конечно, я не знаю, как зовут этого человека, но сама суть в том, что это важно. Потому что прямо сейчас это ответит на его вопрос, если он здесь есть. Вы мне извините, я буду так. Уже было сказано, как меня зовут, что я студентка 3-го курса. И самое главное, я 22 года являюсь инвалидом. Я инвалид с детства, с рождения, и 22 года своей жизни почти. Я знаю, что такое инклюзия. Прекрасно видела, как она образовывалась в России. И самое главное, я знаю, что она из себя представляет сейчас. И, конечно, то, что было 10 лет тому назад, это огромная разница между тем, что стало сейчас. Но вопрос проблемы не изменился. Проблема все равно есть. И эта проблема заложена не в том, что у нас плохие пандусы или плохие дороги. Эта проблема заложена в том, что у нас невосприимчивый менталитет. Люди того поколения, которое выросло в 90-х, когда период был сложный, люди того поколения, которые росли в 80-х и 70-х, когда им в 90-е, в этот рубеж, нужно было менять полностью свою жизнь. Не виноваты и не плохие, но они не могут воспринимать инклюзию как нечто важное и все еще соотносят ее к разряду «давайте потом, когда поколений 10 сменится». В принципе, о чем я и сказала, проблема нашей системы все еще существует. Но существует она теперь только в разряде не законов, а самовосприятия инвалида и его восприятия другими людьми в нашем обществе. И теперь давайте же поговорим, о чем сам проект. А он состоит во взаимодействии через прекрасную инклюзивную систему, которая называется доступная среда не только для инклюзии, но и для матерей, для детей, для пенсионеров, которые не являются инвалидами, намного улучшает их систему и стабильность. Когда мы вновь вернемся к пандусам, сможем пройти,
когда мы войдем в лифт с коляской, когда нам не нужно будет на 3-й или 4-й этаж мамочкам летом или зимой тащить эту коляску по той причине, что у нас будет лифт или пандус, который будет просто выдвигаться и помогать. Это и есть доступная среда, но это доступная среда в формате жилого дома. Давайте теперь немного обратимся к статистике. Видимо, обратимся мы к ней немного позже, потому что она будет дальше на слайдах. Вопрос в реализации проекта состоит от его начала и до самого конца в среде актуализации. От начала изучения района, в котором может быть реализован проект, любого района города, любого района, даже, скажем, небольшого поселка, такое тоже существует, когда они не могут пройти в административный центр. От мониторинга проблемы до начала ее актуализации и решения через проблему обращения в администрацию, через выявление этой проблемы с помощью тех групп, о которых только что был разговор. Это матери, это инвалиды, это пенсионеры с тросточками или просто уже плохо ходящие в связи со временем. До реализации решений вне зависимости от того, насколько к этому готовы маленькие предприниматели, например, магазинов, или каких-нибудь центров обслуживания ЖКУ. Я прошу прощения, мне дали не ту презентацию. Сейчас мы попросим, чтобы переключили на презентацию Елизаветы. Да, это не та презентация, к сожалению. Это, наверное, уже следующая. У нас спешит наш Центр управления полетами. Говорят, что пока нет другой презентации. Может быть, вы сможете так пока от себя дальше в принципе, тогда давайте рассказать. Так. К сожалению, презентация немножко не там, но, видимо, потому что я отправляла ее поздно. Давайте, не обращая на нее внимания, мы скажем своими словами все. Вопрос Национального банка, который был поднят, мы все прекрасно его знаем, о том, что более 74% инвалидов во всем мире имеют проблему доступности среды. Доступности среды в том, чтобы выйти на улицу, в том, чтобы прогуляться, дойти до магазина или в том, чтобы доехать до больницы. Мы говорим о значимо важных и сейчас объективных проблемах. И то же самое потом оказалось и среди матерей, и среди пенсионеров, и даже среди военных, которые возвращаются сейчас на родину. Это тоже вопросы, давайте не будем об этом забывать. Эти люди испытывают проблемы с актуализацией, эти люди испытывают проблемы с передвижением точно так же, даже пока еще не имея ни инвалидности, ни статуса ОВЗ. Мы говорим о том, что решение проблемы проекта состоит в том, чтобы инвалиды сами изучали свой район для решения тех задач, которые у него были изначально. Прохождение в какие-либо центры, те же самые торговые центры, прохождение в больницы, в аптеки, посредством того, чтобы рядом с ними кто-то находился, то есть процесса помощи и взаимодействия инвалида и нормотипичного человека. В первую очередь это, конечно же, студенты и, например, волонтеры из организации Добро.ру. Но точно так же в этом проекте могут участвовать и пенсионеры, и матери, и просто люди. Мужчина возраста 40 лет, у которого нет никаких объективных проблем со здоровьем. Но он захотел поучаствовать, захотел оценить и посмотреть, а почему для него это является нормальным и спокойным, вступить на пандус или на ступеньку, которая будет, ну, вот такой огромной, извините меня, даже я на нее не смогу заступить. А для инвалида или пенсионера это будет проблемой. И вот впервые, когда произойдет коннект человека с ограниченными возможностями и нормотипичного, он задастся вопросом, а почему, если можно это изменить, мы этого не делаем? А может, потому что мы не видели этой проблемы, так как не были с ней знакомы и в ней заинтересованы. И вот с этого момента начинается самое главное – изменение менталитета человека. Вносятся правки в проблемы. Мы начинаем воспитывать новые поколения, которые не воспринимают людей с ограниченными возможностями как не членов общества, а объектов, над которыми уже нет ни презревания, а есть легкое презрение. Система начинает меняться. Так давайте менять ее изнутри. Спасибо за внимание. Елизавета, спасибо вам большое. Я вот прям, честно говоря, заслушалась так искренне. Вы так хорошо выступали. Давайте обратимся к нашим экспертам. Наверняка у них есть что прокомментировать. Пожалуйста, кто хотел бы выступить? Пожалуйста. Yes, thank you.
Спасибо большое, Елизавета. Студентка, как преподаватель, я могу назвать вас уважаемой студенткой. И кроме того, в дополнение к гуманности, солидарности, к тому, что все это важно проявлять по отношению к инвалидам, может быть, также необходимо обратить внимание на поведение крупных компаний, которые продают лекарства, продают медицинские какие-то приспособления, то что они должны тоже больше участия принимать в вашей жизни, в том, как у вас устроена повседневная жизнь. То есть мне кажется, что важно еще привлечь компании, поставщиков этих товаров и услуг, чтобы они не просто зарабатывали деньги и получали, так сказать, от вас оплату своей продукции и больше ничего не делали, чтобы они как-то участвовали. Спасибо. Спасибо вам большое. Вы абсолютно правы. Но вы сами ответили на такой некоторый комментарий, что сейчас именно потому, что у нас торжествует капитализм и материализм, в наше время немного тяжело без внедрения в менталитет показать людям, что иногда, точно так же, как им идут на уступки, например, в том, что их товар может быть не до конца идеальным с точки зрения строения и его адаптации для человека с ограниченными возможностями, сделать вопрос снижения цены. Но и с другой стороны, мы говорим о том, что не только к инвалидам должна быть какая-то скидка. Нет. Еще и нужно инвалидам точно так же научиться понимать и принимать, что некоторые стороны жизни с точки зрения коммерческих компаний не изменятся по той причине, что этим компаниям тоже нужно как-то существовать. И с точки зрения материализма тоже. Так что здесь вопрос восприятия, что стороны компаний, что людей, что и самих инвалидов, тоже очень интересный. Спасибо большое. Кто еще хотел бы отреагировать, прокомментировать, пожалуйста? Если позволите, Марина, я, Елизавета, во-первых, хочу сказать вам спасибо. Хочу сказать вам о том, что прекрасно вы справились с не той презентацией. И это говорит о том, что вы владеете и искренне говорите о том, что знаете. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что конкретно надо добавить к существующей системе? Ведь мы находимся не в начале пути. Существует общество инвалидов, существует во всех странах. Существует инфраструктура, и администрации занимаются этим вопросом. И действительно изменения происходят значительные за последнее время. Вы хотите усилить этот тренд или вы хотите его изменить? Здесь вопрос интересный, спасибо вам большое. Скорее всего, мы хотим усилить этот тренд, но не с точки зрения того, чтобы мы скорее решали только проблемы инвалидов и только проблемы доступности, а чтобы мы решили из этого увеличения тенденции другую проблему менталитета. Многое делается, опять-таки мы сталкиваемся именно с этим, правда, очень многое делается, и вы абсолютно правы. Администрации решают проблемы, появляются лифты, автобусы, в большинстве своем с низкопальными учреждениями, и также в них можно выставить свою подножку или пандусик. Но вопрос восприятия людей, когда автобус задерживается, потому что водителю нужно выйти, этот пандус выставить, помочь человеку на этот пандус забраться, то есть если с тросточкой или если на коляске. Очень тоже много раз с этим сталкивалась. Это вопрос времени, нервов и восприятия. Все движется, все идет вперед. То, что было когда-то, уже разительно отличается в лучшую сторону сейчас. Но мы говорим о том, что проблемы все равно есть, и они будут. Но, может быть, мы вместе начнем их решать. Это самое главное. Елизавета, спасибо огромное. От себя лично и от организаторов еще раз хочу принести извинения. Подожди секундочку, стой на секундочку. За то, что немного был такой сбой с презентацией, но, наверное, это еще и лучше, потому что еще более искренне и с какой-то вообще дополнительной энергией ты рассказала все, что знаешь. Удивительно не по годам, мудрая девочка, да, со мной вся аудитория согласится. Ты затронула действительно очень глубинный момент, глубинные вопросы менталитета. И, конечно, это не происходит там за 5-10 лет, но вот с твоей энергией, с твоей силой,
даром убеждения. Я уверена, что мы все вместе, у нас получится, и общество будет совершенно по-другому относиться уже. Мы никогда не вернемся в прежние времена. Спасибо тебе большое. Проходи, пожалуйста, дальше. Спасибо. Ага, вот это забираем. У нас остается для заключительное выступление. Следующего спикера я уже готова позвать на эту сцену. Еще раз призываю всех очень внимательно слушать, потому что у нас очень ответственная миссия. Нам нужно будет выбрать самого лучшего спикера, самое лучшее выступление, самый сильный доклад. Итак, сейчас на сцену я приглашаю Якоба Пиннекера, руководителя кадрового агентства АК. Он представляет Германию, и речь пойдет о переселении высококвалифицированных иностранцев в Российскую Федерацию. Пожалуйста. Прошу вас, передаю вам слово. Здравствуйте. Good evening. Добрый день. Хотел бы поблагодарить организатора за то, что вы собрали нас всех вместе. Хотел бы поблагодарить аудиторию, что вы по-прежнему сидите, улыбаетесь, кто-то по-прежнему еще не спит. Спасибо за вашу поддержку. И хотел бы поблагодарить отдельно экспертов. Спасибо, что делитесь с нами вашими знаниями. Все это нам очень и очень требуется. Да, меня зовут Джейкоб Пиннекер. Я возглавляю рекрутинговое агентство ОК. Оно располагается в Нижнем Новгороде. Это не в Москве. Можно сесть на самолет, и через час вы окажетесь к востоку от Москвы. Нижний Новгород и Нижегородская область в целом — это один из самых динамично развивающихся регионов в России. И вот это проект, это инициатива, или, скажем, пилотный проект местного правительства. Оно стремится поддержать тех иностранцев, которые хотят приехать в Россию. В нашем случае они будут переселяться в Нижегородскую область. Итак, для нас это всего лишь один из механизмов, один из инструментов, который мы используем для инвестиций в человеческий капитал и инвестиции в российскую экономику. Почему мы это делаем? Ну, очевидно, что есть сложности и с точки зрения демографической ситуации, и экономических вопросов тоже есть. Это то, с чем сталкивается Российская Федерация в настоящий момент. Нам не хватает экспертов по ИТ, образованию. В промышленности не хватает инженеров, которые занимаются производством. То есть везде у нас наблюдается дефицит кадров. И есть спрос на то, чтобы, конечно, возвращать людей, которые уехали из России, чтобы они возвращались. И кроме того, помогать иностранцам переселяться в Россию. Мы работаем в обоих направлениях. Мы общаемся с этими людьми, и мы видим определенную тенденцию. Число этих людей увеличивается на каждую неделю. И есть большое число людей, которые действительно задумываются о том, чтобы переехать в Россию. Местные нас спрашивают, а зачем? Мы пообщались с группой в 300 человек. И основной аргумент или ответ на этот вопрос вот такой. Первое. Россия — это некая тихая гавань, а второе — Россия — это страна будущего. Вот так они воспринимают Россию. И вот наше агентство отвечает на этот спрос. Мы помогаем создать комфортную среду для тех, кто решился и приехал в эту замечательную страну.
Итак, чем же мы занимаемся? Мы, по сути, работаем в режиме единого окна. Мы общаемся с клиентами, мы предлагаем полноценную комплексную услугу под ключ для тех иностранцев, которые хотят переехать в Россию. Мы работаем в соответствии с указом президента, который был подписан в прошлом году, по поддержке, по оказанию гуманитарной поддержки тем людям, которые разделяют традиционные ценности. И мы в России уважаем эти ценности, но не только в России. Мы работаем, что называется, в полях. Мы работаем плотно, тесно с людьми, понимаем их проблемы, помогаем им со сложностями во время переезда. Одна из задач — это выявить эти проблемы, понять и придумать решения, какие-то альтернативные варианты, чтобы, может быть, даже как-то адаптироваться к новому законодательству, может быть, даже исправить его. И мы работаем тесно с губернатором. Губернатор участвует в различных рабочих группах, собирает от нас информацию. Мы не только жалуемся, да, конечно, мы жалуемся много, но мы предлагаем решение. И через него мы выносим это, да, на самый высокий уровень. И сейчас у нас уже есть налажено прекрасное сотрудничество с многими агентствами, и мы иногда даже выходим на президента Российской Федерации. И вот что еще важно. Мы не коммерческая организация, давайте договоримся. Но наша работа координирует местное правительство. То есть мы не в системе правительства, но мы как бы близко к нему. Нас курируют со стороны правительства. То есть мы используем все ресурсы местного правительства, но при этом у нас нет бюрократии. Поэтому мы можем работать оперативно, эффективно, под таким зонтиком, под защитой местной администрации. Поэтому люди нам доверяют. Потому что люди приезжают, ведь не просто приезжают в Россию, они, по сути, решают уехать из своей страны, при этом ориентируются на нашу информацию, доверяют нам. И поэтому, конечно, в интересах правительства предоставить ценную информацию, надежную информацию иностранцам, чтобы иностранцы приняли уж такое окончательное решение, приезжать или нет. За счет чего мы это делаем? Вот этот миграционный процесс, как мы уже говорили, это огромный процесс. И мы взяли собственную небольшую нишу. Итак, мы, по сути... Да, вот тут, мне кажется, было написано. Мы привлекаем высококвалифицированные кадры с интеллектуальным потенциалом, с финансовыми ресурсами. Это специалисты, предприниматели, инвесторы, фермеры. У нас огромный запрос на совместные проекты в сельском хозяйстве. И пенсионеры. Вот люди решают приехать в Россию на пенсию и решают провести следующие годы своей жизни в Россию. Он хотел сказать остаток жизни, но так, не будем мрачно говорить. Как я уже сказал, мы не коммерческая организация. И правительство не ставит перед нами каких-то конкретных целей. Вот столько-то людей. Нас интересует качество, а не количество. Нам нужны люди, которые действительно решили приехать не просто в Нижний Новгород, а вообще в целом в Россию переехать. И поэтому мы играем с открытыми картами. Когда нам какой-то вопрос задают, как будут очки?
У нас вот такое есть выражение, в Германии такие есть розовые очки, да? Мы же не говорим, да, давайте вот приезжайте к нам, просто так, у нас все будет прекрасно. Нет, мы говорим, что сначала приезжайте как турист, посмотрите с семьей, а потом уже принимайте окончательное решение. То есть мы подходим прагматично. Мы получили примерно 600 заявок за счет нашей рекламной кампании. Меня спрашивали, а зачем? А я говорю, что те, кто хотят приехать в Россию, они тоже из региона. То есть им не интересно в Москву ехать. Они тоже из провинции. Им нравится этот баланс между частной жизнью и работой. Им хочется, чтобы были деревья вокруг них, чтобы были леса. Им нравится, чтобы животные были на ферме. Итак, 600 заявок. И вот это те люди, которые решили приехать. И, по сути, мы уже находимся на окончательном этапе переговоров. 61 человек уже переехал из 600, 28 семей и 172 человека, как ожидается, в ближайшие полгода приедут. Что касается географии переселенцев, то Германия здесь на первом месте, немцев много, видите, хотят приехать в Россию. Вот так вот. И много людей с семьями, есть много предпринимателей, но есть и пенсионеры. Что им нужно? И им нужно вид на жительство, то есть временное разрешение, прежде всего, то вот предоставляется по указу президента, о котором я уже говорил. Все, что я сказал, это все так замечательно. Мы создали этот проект, реализовали процессы, у нас есть регламент. А когда вы в регионе, в провинции, то проще работать. Более легкий доступ к инфраструктуре, к ресурсам. И можем создать некую экосистему. Я вообще-то удивился с самого начала, потому что у нас есть доступ к кадрам. Люди задают нам вопросы, люди ставят перед нами какие-то задачи, а мы создали экосистему. Сейчас у нас есть 3 группы. Первая группа — это правительство, государственные учреждения. Это некоммерческие организации, такие же, как мы. У нас в Нижнем Новгороде много организаций, которые занимаются решением демографических проблем, созданием инфраструктурных проектов для инвестиций и так далее. И третья группа, тоже важная, это бизнес. Вот эта экосистема дает нам возможность решать большое количество проблем и задач, которые встают перед нами, когда мы работаем с людьми. Они задают огромное количество вопросов. Но помимо этого, вы слышите по моему акценту, да? Я же не немец. В 2016 году приехал в Россию, хотел заработать денег и вернуться, но я по-прежнему здесь. И мне очень приятно, что губернатор взял на себя ответственность. И вот немцы поставил во главе такой организации с учетом такой высокого призвания, высокой задачи. Но, опять-таки, я прошел весь этот путь, я готов поделиться этим. И, как я уже говорил вчера, несколько недель назад мне выдали российский паспорт. То есть сейчас у меня еще больше гибкости, еще больше возможностей, чтобы поддержать тех людей, которые решатся приехать. То есть я теперь российский гражданин. И я уверен, что самое главное из того, что мы здесь делаем в качестве агентства, это интеграция. И не так сложно людей привести в Россию. Да, есть бюрократические проволочки, но тем не менее. А дальше что делать? Что они будут делать с этой жизнью? И я тогда решил реализовать
свой собственный опыт, тиражировать свой собственный опыт, что помогло мне интегрироваться в российскую культуру. Во-первых, это язык. Да, я научился разговаривать по-русски, и это дало мне доступ к местному сообществу. Я начал получать информацию, которую обычно не получаешь через телевизор, социальные сети, то есть сарафанное радио, другие ресурсы. Я начал общаться с людьми. Я получаю огромное количество информации, которая действительно нужна для меня, для того, чтобы принимать решения. Нужно оставаться или лучше уезжать. И вот этот процесс коммуникации, создание некого сообщества, те люди, которые меня окружают. В 2022 году, когда началась СВО, то меня приглашали, знаете, в Германию вернуться. Хорошее было предложение. Но на основании времени, опыта, который я провел здесь, в России, на основании тех дружеских связей, которые сформировались, того, что я слышал от людей, решил остаться. Для многие люди спрашивают, оставаться в своей стране или приехать в Россию. Вот такой вопрос стоял передо мной. Возвращаться в Германию, оставаться в России. И я решил остаться. Все люди, которые приезжают в Нижний Новгород, и все местные, кто участвуют в этом проекте, они очень открытые. Мы проводим совещания на ежемесячной основе. И мы не просто там чай пьем, кофе или пиво. Мы в монастыре каком-то встречаемся, в церкви, иногда в театрах, в компаниях, которые что-то производят. То есть мы пытаемся объединять людей, сводить людей вместе, чтобы учить их традиции, историям. Они задают очень много вопросов. И вот эти те, кто решили переехать сюда, в Россию, не просто работать, но и жить. И они очень мотивированы, они хотят учить русский язык, хотят интегрироваться. И мы собираемся на вот эти встречи, собрания, и все это помогает им интегрироваться бесшовно, плавно, спокойно в российскую социальную ткань. Ну, наверное, это и все. Нет. Стивен Джобс всегда говорил, нет, вот еще кое-что. Я думаю, что этот проект будет успешным. И вот сегодня Максим Орешкин выступал, он говорил, давайте используем эту платформу, чтобы обсуждать вещи, чтобы делиться информацией. Я хотел бы пойти на шаг вперед. Не только делиться информацией, но не только обсуждать что-то. Я бы вот что предложил. Давайте реализовывать уже концепции. Вот если вы видите будущее вот этой концепции в вашей стране, то есть если вы хотите тиражировать то, что мы делаем в вашей стране, мы готовы обсудить это с вами. Пожмем руки, наладим международное сотрудничество. Опять-таки, это будет польза для всех. На самом деле, мне нравится конкуренция. Но мне нравится здоровая конкуренция. Я понимаю, что это в теории, но иногда бывает такое, что, знаете, страны пытаются конкурировать на основе своих преимуществ, сильных сторон. И, наверное, это лучше, чем просто выдавать деньги, печатать деньги только потому, что вы самый богатый. Я вот не про конкуренцию за счет денег, а за конкуренцию на основе сильных сторон и в долгосрочной перспективе. Спасибо большое, Якуб. Будут еще и вопросы. Давайте дадим возможность нашим экспертам прокомментировать. Пожалуйста. Спасибо большое за прекрасное выступление. Я хочу сказать, что я приехал первый раз в Россию, когда еще президент Ельцин был. И первое, что я заметил, что Россия была такая страна, которая, с одной стороны, очень много опыта по работе с
иностранцами, потому что Советский Союз это был как дом для ООН. То есть все студенты приезжали, но это были просто студенты, которые приезжали, учились и обратно возвращались. И спустя много лет, уже больше 20 лет, я связан как бы с Россией, я смотрю, что все очень быстро меняется, и вот эта программа, я первый раз по телевизору, я часто смотрю или слежу за новостями в России, и мне очень понравилось, но я думаю, что это просто одна из тех программ, что говорят по телевизору, и потом про это забывают. Я очень рад знакомству с вами. И я хочу вам предложить следующее. Вы не видите возможность расширять вот эту программу не только это сделать только в России, но еще в других странах. Вы уже имеете опыт работы с иностранцами, которые хотят в Россию, и нам очень не хватает русских в наших странах. Очень много специалистов и бизнесменов мне часто пишут на различных платформах, люди, которые хотят сюда приехать, но у меня, к сожалению, не очень много времени, но мне кажется, вы уже имеете опыт переезда из одной страны в другую, и очень много людей, которые пишут, хотят из России уехать, не потому что в России плохо, а потому что это хорошо, когда люди туда-сюда ездят. Почему только в Россию? Надо, чтобы русские еще ездили в другие страны. Мне кажется, вы должны создать department in your organization, чтобы вы работали с теми людьми, которые хотели бы уехать из России. И мы очень рады, мы поможем, если, допустим, в Замбию люди хотят приехать, мы поможем, но эти люди должны знать, потому что очень многие просто жили в России, не имеют опыт нахождения в другой стране, где культура совсем отличается от российской. Вы видите в будущем возможность работать с россиянами, которые хотят приехать в различные страны мира, особенно в Африку. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Я готов дать удочку, не рыбу, а удочку, да, чтобы вы поймали рыбу сами. Мы, знаете, мы готовы поделиться нашим опытом, как мы это делаем, чтобы не просто помогать достигать какого результата, а ознакомить самим процессом, как это делать, чтобы людей обучить, и чтобы создавать эффективную структуру для того, чтобы помогать людям переезжать в вашу страну. Я думаю, у вас есть что показать, чем и похвалиться, в том числе, над чем поработать. Я уверен, это в каждой стране есть. Но за этим всегда стоят люди. Я очень много времени потратил создать команду. Там пришлось реструктуризировать, и вот в конце концов все решают кадры, как было сказано. И мы готовы поделиться нашим опытом, не только каких людей мы набрали, а какие бизнес-процессы мы установили, на основе чего, как наша стратегия выглядит, какие цели у нас есть и как мы планируем их реализовывать. Этим мы готовы поделиться и посотрудничать. Это одновременно. Дарья, запишите, пожалуйста. Да, чтобы это... Угу. Спасибо, очень интересно. Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста. Вот одна из проблем на Западе – это цена земли. Все везде дорого. И люди в городе, допустим, горожане хотят купить землю и жить на природе, но все стоит очень дорого. В России другая ситуация. Я думаю, что если бы земля стоила дешево, то наверняка многие люди захотели бы переехать и создавать так называемые эко-деревни. Я вот позавчера выступал на одном из мероприятий в Москве. И там как раз говорили о том, что горожанам помогают
уезжать на природу, какие-то экодеревни. И, по сути, сейчас идет переоценка ценностей. Но вот на Западе тоже хотели бы так сделать, но они не могут, слишком дорого. В принципе, сейчас, поскольку есть везде интернет, вы можете работать откуда угодно, вы можете при этом жить вот в стране и изучать ее культуру. Раньше считали, что те, кто живет в деревне, это не высококвалифицированные специалисты, деревенщина, а сейчас это уже не так, правильно? Отвечу на ваш вопрос, да? Да, согласен. Те, кто сейчас переезжают в деревню, они, по сути, это категория молодеет. У меня много друзей, которые решили переехать в деревню, потому что у них есть все равно доступ к инфраструктуре, там все хорошо. А мы сейчас работаем только с иностранцами, и многие иностранцы из Германии, особенно из Канады, кстати, профессиональные фермеры, которые хотят приехать в Россию. У них есть опыт, есть оборудование, знания, агрономы настоящие. У них есть семьи, но есть проблемы. Например, еще минутку дайте мне. В качестве примера можете владеть землей только если у вас есть уже гражданство, если у вас есть российский паспорт. Так кто приедет в землю, если вы приедете и будет работать на земле, если у вас нет ее земли во владении? И поэтому мы пытаемся решить, пытаемся дать альтернативные варианты. Может быть, можно взять в аренду у правительства на 3 года. А если правительство увидит, что вы действительно вложились в эту землю, то тогда, после 3 лет, вам дадут российское гражданство, паспорт выдадут, и вы сможете владеть этой землей. То есть сейчас пытаемся найти варианты совместно с правительством, то есть чтобы люди приезжали и в том числе помогали нам менять систему. Пока еще все не готово, не все готово, но мы работаем над этим. Спасибо. Пожалуйста, еще. Да-да-да, господин Аргов, пожалуйста. Да, у меня такой вопрос. Вот я занимаюсь Карибским регионом. Вот моя коллега из Замбии выступал. Может быть, мы тоже как-то с вами законтачимся, наладим сотрудничество, особенно в том числе в том, что касается сельского хозяйства. Сейчас постоянно появляются новые технологии, вы можете нам помочь с этим. Но вот можем ли мы с вами действительно наладить сотрудничество? Правильно я понимаю, чтобы люди приезжали в Россию с вашей страны, нет? И потом возвращались, то есть учились здесь чему-то или нет? Нет, нет, нет. Чтобы люди из России привозили свой опыт в Карибский регион. Допустим, те, кто занимается сельским хозяйством, те, кто занимается промышленностью, производством продуктов питания. Давайте обсудим. Я вот что выяснил недавно. Мы видим, что число иностранцев, которые хотят приехать в Россию, растет. Но у них есть какие-то компетенции. Кто-то фермер, кто-то инженер. И они начинают взаимодействовать друг с другом, общаться. Вот, ну, допустим, если кто-то откроет компанию, то он, скорее всего, будет искать иностранца, специалиста, который приехал, то есть вот именно со стороны экспатов будет искать. И некоторые уже хотят выходить на другие рынки, в том числе и в сельском хозяйстве. То есть база будет в России, а они будут работать в том числе и с другими странами. Может быть, это будет ответом на ваш вопрос. Вы знаете, мы с Кубой и с Венесуэлой сотрудничаем, но там есть проблемы с финансированием, с расчетами. Иногда есть вот эти ограничения, они не могут приехать, потому что сложно.
Но, может быть, стоит пригласить кого-то из далеких стран, из России, например. Но у нас есть те, кто планирует вложиться в сельское хозяйство, вести сельское хозяйство в России, но хотят затем уже вкладываться и в другие страны. То есть это будет некое расширение бизнеса. Давайте поговорим потом в индивидуальном порядке. Спасибо. И у Олега, да, еще был вопрос? А вот какая-то идеалистичный результат вашей деятельности? То есть что, Нижний Новгород станет интеллектуальным центром, будут деревни, заполненные иностранцами, и, может быть, межкультурная коммуникация начнет расцветать. Что будет в итоге? Я хотел бы поддержать тех людей, которые хотят приехать в Россию. Пусть будет Нижний Новгород. Я хочу помогать людям переехать и интегрироваться в общество. Я не за то, чтобы создавать немецкие деревни, американские деревни. Я думаю, что мы должны смешиваться. Если вы приходите сюда с открытым, незашоренным взглядом, если вы хотите учить русский язык, впитывать в себя эту великую культуру, опять-таки, если вы религиозный человек, то есть столько разных вариантов. Если нужно больше солнца, езжайте на юг. Нужно больше снега, на север езжайте. Если нужно больше инфраструктуры, оставайтесь в Москве, можно в Казани, Нижнем Новгороде остаться. То есть я бы хотел, чтобы люди приезжали в Россию, начинали здесь новую жизнь, свободную жизнь, где вы можете планировать свое будущее. Вот это моя мечта. Страна, где мы можем обсуждать что-то друг с другом и сказать: знаете, я уважаю ваше мнение, но я не согласен на 100%. И ничего страшного, это нормально. И вот если люди приезжают, они вообще не понимают, как это можно говорить вот так вот открыто. Ну, понятно, может быть, не стоит выходить на улицу и говорить, что геи и лесбиянки — это хорошо, но в целом Россия — это очень открытая страна. Даже нужно местным иногда приходится объяснять, насколько здесь хорошо. Да, можно много чего улучшать, но мы можем сделать это вместе. Но на Западе, я могу, по крайней мере, за Германию говорить, Германия очень сильно изменялась. Она уже не та Германия, которая была в моем детстве. Она полностью поменялась. И здесь я чувствую себя больше дома, больше свободы, пространства для саморазвития, чем в Германии. Спасибо большое. Но я, по крайней мере, за себя говорю. Поддержу. Эти аплодисменты для вас. Нам нужно заканчивать. Действительно, зачем нам ехать куда-то? Мы готовы делиться опытом. Приезжайте все к нам. Мы обязательно найдем точки коммуникации, объясним, расскажем, как мы этого добились. Но мы обязательно всех ждем к нам в гости в любое время. Якобу спасибо, провожаем его, наверное, со сцены. И у нас завершающая часть. Понимаю, что уже все немножечко уже хотят как-то повзаимодействовать. Давайте возьмем в руки наши телефоны. У нас как раз та часть, когда нужно будет очень скоро голосовать за понравившийся доклад. Но перед этим я хотела бы, мы много говорили об искусственном интеллекте, о человеческом интеллекте. Хочется обратиться к искусственному. У нас есть Яндекс.GPT, который прочитал все эссе, которые были предложены сегодня вашему вниманию. И вот какое облако тегов у этого Яндекса.GPT получилось. Итак, облако тегов следующее. Investment in Human Capital. Это у нас центральное место, естественно, это название нашей сессии. Digitalization, Sustainable Development, Automation, Public Governance. Много, на самом деле, чего есть, да, такие названия разнонаправленные. Я бы попросила членов нашего жюри, наших экспертов, буквально очень коротко прокомментировать, какой из этих слов вы считаете важным, или, может быть, какую-то мысль из каждого эссе, которая вам запомнилась больше всего. Давайте начнем, Олег, с вас. Если можно, коротко, время уже поджимает. Вы хотите оценку? Может быть, в целом, чтобы подвести итог нашему разговору, с каким из тегов согласны вы, какие слова семантические, да, смысловые акценты вы выделили из всех выступлений и из всех эссе? Прекрасная история с облаком тегов. Мы работаем с ним также, но
хочется не попасть в ловушку искусственного интеллекта, высказать свою позицию, свое мнение. И я хотел бы сказать о том, что замечательное мероприятие, очень здорово похоже, наверное, на греческую методологию общения и выявления гипотез. И вот мы сегодня говорили о гипотезах, и мы слышали гипотезы. И методика, хочу высказать слова благодарности всей команде, которая работала с эссе. Методика подачи, методика выявления и очищения гипотез дала возможность экспертам, нам дала возможность увидеть ту суть, коротко, за 10 минут, ту суть, которая была представлена. И хочу сказать о том, что я бы, если бы у меня попросили составить облако тегов, я бы, конечно, сказал о надежде. О надежде, о том, что сегодня было очень позитивно. И в этом я вижу основную ценность. Спасибо, Надежда. Мы передаем слово нашему следующему эксперту, Мишель Бавенс, пожалуйста, Бельгия. Ваш тег и ваша главная мысль, которую вы сегодня уловили. Спасибо большое. Я занимаюсь разработкой интернета 3. И я вижу, что, конечно, мир меняется. Веб-3, интернет-3 — это экосистемы, у которых есть определенные задачи, мы их можем соединять друг с другом, и мы встречаемся как равные. Там нету начальников, подчиненных, мы сотрудничаем как равные равному, работаем над общими задачами и так учимся совместной работе. Поэтому, это не то чтобы критика, но вот мне кажется, что немножко не хватило новизны. То есть дело не просто в реиндустриализации, в замене цепочек поставок, но на самом деле нас ждет совершенно новое обращение с пространством, с временем, новый подход к удаленной работе, поэтому я бы хотел, чтобы в будущем мы посмотрели на то, как технологии будут изменять наше общение. То есть технологии на самом деле меняют наши социальные отношения, социальные связи. Я бы хотел высказаться по поводу организации этой конференции. Название конференции — это «Открытый диалог». Почему, мне кажется, открытый диалог так актуален? Потому что сегодня мир — это большая глобальная деревня. За 20 часов, даже несмотря на то, что сейчас нам в Россию лететь 20 часов, все равно мы понимаем, почему из Франции, например, в Россию лететь надо сейчас 20 часов. Мы понимаем, что происходит. Кроме того, важно учитывать вопросы общественного устройства в Европах. Я специально говорю в Европах, потому что для меня нет, Европа — это не равно Европейский Союз. Есть и Россия — это тоже Европа. Вот почему я говорю во множественном числе Европы. Потом также есть вопрос миграции. Если мы хотим общаться свободно, то визовые ограничения они все равно существуют, но искусственный интеллект помогает нам общаться напрямую, без ограничений. Кроме того, есть удаленное обучение. Мы сегодня не говорили об электронном цифровом обучении, но на самом деле тут есть большие возможности, в том числе в плане навыков. Вот почему мне кажется, что в этом году у нас будет возможность свободно общаться и
сказать, что мы изменим наш подход к сотрудничеству и партнерству. Партнерство. Я вот был на одном мероприятии, не буду говорить где, и я сказал своим знакомым, что мы приехали сюда не просить, мы не пришли не с протянутой рукой, а мы пришли сюда, чтобы найти наилучшее решение, наилучшее применение нашим ресурсам. И нам кажется, что этого достичь можно в рамках справедливых партнерств. В рамках такой совместной работы мы можем общаться в режиме B2B, как друзья, как равные. Поэтому еще раз хотел бы поблагодарить вас за организацию этого мероприятия и за сегодняшний обмен мнениями. Спасибо большое. Для меня два ключевых слов — это globalization and cultural exchange. Я считаю, что для того, чтобы было win-win situation, trade, торговля и взаимодействие между различными странами, нужно, чтобы люди понимали друг друга, они понимали культуры друг друга. И я думаю, самый продуктивный работник, который нужен будет в будущем, это тот работник, который понимает разные культуры. И если просто сказать, допустим, я хочу вести бизнес, допустим, в Японии, нужно понимать, как японцы думают, как японцы ведут бизнес, а без этого понимания как бы никуда не идти. Я думаю, что мы более-менее у нас, я говорю мы, как африканцы, с Россией, БРИКС, у нас очень много общего, очень похожая история. Когда мы получили независимость, очень много помощи получили. И я хочу вам сказать, что по сфере образования Россия, по-моему, на первом месте страна, которая дает стипендию. У нас в Замбии только свыше 150 человек каждый год приезжает по госстипендии учиться в России. И я думаю, эти люди, не то, что я думаю, очень много людей из России заканчивают и возвращаются к нам и занимают очень большие должности в Замбии. И нужно с помощью этих людей и другие специалисты развивать отношения. Я думаю, что будущее это для South-South Cooperation. Почему? Потому что очень легкие визовые процессы, люди друг друга понимают, мы можем друг друга продавать товары без всяких разных тарифов, без всяких разных пошлин или запрет на экспорт, импорт сельскохозяйственного товара и так далее. Я думаю, что нужно продолжать общаться, нужно продолжать разрабатывать одинаковые законы, чтобы мы могли вести бизнес без всяких проблем. И самое главное, что мы здесь можем очень много говорить. Допустим, я всегда говорю, экономисты очень много говорят, они хотят вести бизнес, а есть другие органы, которые все это думают в прошлом. И, ты экономист, согласился, но ты не можешь деньги отправить, потому что есть другие органы, которые не позволяют нам двигаться дальше. Спасибо, я не хочу много говорить. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну что ж, мы знаем мнение наших экспертов. Сейчас я попрошу на экран вывести QR-код, по которому вы сможете проголосовать и определить самого лучшего, самого достойного того человека, который уже завтра поучаствует в главной дискуссии нашего открытого диалога. Вот пока вы голосуете, члены нашего жюри, наши эксперты выделили для себя различные теги. Кто-то поспорил с искусственным интеллектом, с самим Яндексом, GPT, кто-то взял теги, которые были из облака, но все, что прозвучало, мне очень понравилось. Это было позитивно: надежда, равенство, равное партнерство, мультикультурализм. Мы просто видим, что действительно очень многие слова, за которыми скрываются на самом деле понятия, которые нас объединяют. И цель нашего всего мероприятия, и сегодняшнего, и трехдневного, в том, чтобы мы общались, чтобы мы обменивались и создавали тот самый новый мир и новую реальность, в которой мы на самом деле уже живем.
Чтобы лучше нам друг друга понять, нам надо обязательно собираться, встречаться, выслушивать те доклады, которые были сегодня подготовлены. И если организаторы готовы, давайте все-таки выведем того человека, который... Сейчас пока вот мне подсказывают, что наш человеческий интеллект не искусственно обрабатывает данные. Мы сейчас посмотрим, какие цифры. Идет голосование, мы его еще пока не завершаем. И вот уже совсем немного осталось для того, чтобы узнать, чей аргумент, чей подбор аргументов победит в нашем сегодняшнем таком, на самом деле, условном абсолютно соревновании. Мы очень надеемся, что все уже готовы услышать результат. Я попрошу торжественно на этот экран вывести уже не QR-код, а результаты голосования. На самом деле прогнозируемо, и я очень рада, что результат именно такой. Посмотрите просто на глаза Лизы, Елизаветы Романовой. Прекрасная девушка, которая, ну, честно говоря, снесла аудиторию своей искренностью. И вот, Лиза, давайте просто ты встанешь прямо здесь, на этом месте, а мы поприветствуем еще раз тебя и еще раз поблагодарим. Жизнь каждого — это, безусловно, свое преодоление, но просто по Лизе видно, что невероятный, богатый, такой мудрый человеческий опыт, несмотря на такой возраст. И в тебе, ты знаешь, я думаю, что все отметили, есть тот заряд, который может менять наш мир. Еще раз благодарю всех, кто участвовал сегодня в нашей дискуссии, наши уважаемые эксперты, наши уважаемые слушатели, наши докладчики. Встретимся, увидимся совсем скоро, а Лизу завтра ждем на главном заседании, где будут обсуждаться лучшие идеи для нашего мира. Открытый диалог, наш панельный питчинг завершен. Всех ждем в 15:15 для следующей сессии. Большое спасибо.